Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь, Виктория? Я вижу какой-то мужчина, он как в секторе магии. От него какая-то как кочерёжка, какая-то штуковина. И слышу слово прошивка. Мгм. Хорошо, Виктория. Я посчитаю от 1 до 3, и ты его найдешь в эфирном пространстве. Эфирное тело Ирины. Ирина. 1, 2, 3. Я ее вижу. Ее энергосфера разрезана между ног. Ноги как и до талии, как будто стеклянные, вот так треугольником. А на шее стеклянная штука. Мгм. Подключка к нижним чакрам черная. А в секторе магии находится мужчина беззубый, в тельняшке. Мгм. Какой-то у него зубов нет, а какой-то зуб такой один большой. Как будто бы рот открывает беззубый, такой страшный. Мгм. Вот. И от него подключка в сектор принятия решений. Также в секторе магии брежет вот так какой-то объект, Мгм. Так. как он как ртуть переливается. Слышу Илья. Мгм. Просто вот так, как будто бы какая-то пластина такая с ямками. Да, вот так дрожит. А, Считывается связующее звено. Так. Мгм. Хорошо, Виктория. Отодвинь всякие ситуации. Мгм. Считай эфирная ДНК Ирины. Она ли это? Да, это она. Мгм. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней и для нее. Она разрешает и одевает на голову как будто такой из слизи, как холодец такой прозрачный, белопрозрачный платок. И завязывает узел. Вот так. Мгм. Платок как будто бы подушка такой надутый. Она это так одевает и что-то руками делает. Мгм. Привязка от этого платка, так называемого, в сектор интерферента. Мгм. И вижу, вот это озеро тоже есть. Она ходит, как будто бы вот руками что-то делает и как кланяется как-то по кругу. Да, слышу с точкой. Ну, я думаю, вот по ее аспектам, вот по этому озеру. Мгм. Так, хорошо. То есть Ирина тогда покажет это событие, когда она ходила по этому озеру, что она там делала. Я вижу, что она вот так что-то делает руками, как будто бы шарики такие делает. И она вот так делает эти шарики, они черные, а как будто кожа с рук слазит. Мгм. И отдает в сектор интерферентов. Так. Кто находится в секторе интерферента, приказываю проявиться. Появляется какой-то как спрут, а, похож больше на какую-то звездочку,
Короче, много этих ножек во все стороны. И как-то затягивается. Она вот как делает это, эти штуки руками, то от этого шарика такой портал, как труба. И она буквально этого спрута втягивает через эту трубу и перекачивается вот эта штука, как будто через канал, как через сосуд. Ну, вот эти, как физика, как соединяющиеся сосуды. И она появляется в пространстве, которое по отношению к ней находится в секторе магии, как будто это под таким потолком толстым, и она там ходит и смотрит. Ходит и смотрит наверх, что над ней такой потолок, а потом смотрит вниз и видит, что она, считывается, понакладывала яйца. И они, одно яйцо черное, другое такое белое. Оно мерцает. А потом такие маленькие-маленькие, их много. Они так пониже, в россыпь, как горошинки. И от этих яиц такие идут, считываются уздечки. Ну, такие как подключки. И держит все это какой-то эгрегор. Я слышу белобород. Так. Как Виктория считываете этот эгрегор? Какие его свойства? Вот так ухватить. Это как сосуд такой черный. Так. И в этом сосуде, в этом эгрегоре я вижу, находится, считывается сквозная дыра. Но ничего такого я пока не вижу. Я вижу такой белая энергия, которая идет вот от сектора принятия решений туда, куда-то в глубину. И там каждый занимается своей работой. Там как такие карманы внутри, как будто ласточкины гнезда. Вот так такие карманы. И считывается, что каждый занимается своей работой. А, Ирина? Она унесла свою душу, считывается, на растерзание. И в этот момент Ирина показывает свои руки, и они вот так черные. Считывается, она магичная. Считывается, сотворяла ритуалы жертвоприношения. Отказа от души, от света. И вот эта ее энергия от сектора принятия решений тянется туда в глубину. И я вижу, что этот эгрегор, она как бы прошила насквозь ее энергию. Он не имеет как бы дна, а, и имеет соответствие вот эта подключка в первую чакру. Мужчина-насильник, я слышу. Так, а у кого это ее энергия? Она вот так, как белый рог уходит. То есть вот в секторе принятия решений тоненькая энергия, она вот там перетекает в сектор магии. И эта энергия туда-сюда, туда-сюда.
ее же энергия. А в нижних пространствах я вижу, считывается, что ее душа распята. Она как будто бы растянута такими растяжками. Мгм. Так, а что за жертвоприношение Ирина делала, отказа от души? Что это за Ну, результат? сейчас я посмотрю, кому она жертвы приносила. Она в жертву приносила свою душу. Кому она принесла в жертву ее душу, этому существу и приказывала проявиться. Считывается энергия Бога. Сейчас я приказываю этому Богу проявиться. Приказывая хозяину этих энергий Бога проявиться в соответствии его эфирным ДНК. Сейчас это пространство вот так разделилось на отдельные сектора. Вот это белое пространство, как считывается как белобород, оно отдельно. Потом какое-то желтое, и они все, но на разных уровнях. Черное. Черное пространство, оно полосой такой идет, закрывает сектор будущего первотворца. Желтый, какой-то яркий желтый свет, спектр появляется. Синий, искусственные. Мгм. Считывается как грезы, бред, пространство программ, пространство снов. И оно все соединяется вот с интерферентами и сектор магии. Так, а кто находится в секторе магии, приказу проявиться? Появляется не в секторе магии, а вот здесь какая-то фигура черная. Считывается как ну, такая женщина в летах, высокая, на голове какая-то баба. На голове колпак, и у нее лицо Ирины. Она находится вот здесь, с правой стороны, с ведьмовским таким колпаком на голове. Так, и этой женщине приказываю проявиться в соответствии ее эфирным ДНК. Ам, Появляется как такой осьминог какой-то, очень живой по форме. Оно прыгает и шевелится, и прыгает, и вот так мерцает. Имеет отношение к этому диску, который находится в секторе магии. Так, этой ведьме, так, ведьме этой приказываю отвечать, кто она такая, пусть назовется. Там я вижу лицо, прям и слышу Мона, и она так и говорит: "Мона". Так, приказываем Ане отвечать, что она делает в пространстве Ирины. Она говорит, что она ее сторожит. И говорит, ей не выбраться отсюда. Так, а откуда не выбраться? Вижу, что это пространство вот так разделено на два. Одно сверху белое и черное внизу. И здесь вот эта баба, это Имона, она вот так как будто бы, знаешь, как с этой басни про этих лягушек, которые в болоте сидят, вот так. И как кто-то вылазит, они не гони волну, ну, потому что им в рот болото залазит тогда.
Вот так эта баба вот так вот лежит, полулежит, рот приоткрыт, и он, вот эта черная вода, это пространство, как вода, просто очень быстро так, с напором ей в рот. И там как, водоворот такой. Так, какое-то соглашение у Моны, постоянно идет это имя, Мона, с Ириной. Ирина говорит, говорит, мы заключили контракт. Так, пусть Ирина покажет этот контракт. Она расстилает такую, как карта какая-то. На этой карте вертикально стоят такие иголки. И они между собой говорят, мы эту Вику и вот так в руками, говорит, сотрем в порошок. И Ирина берет такие черные иголки с этой черной полосы, которая закрывает будущее. И вот так ставит такие черные, как столбики, иглы на этой карте. Так. Спроси, Ирина. Ну и хочу тебе сказать, что Ирина, когда читала аспекты, то меня очень сильно начало вот этот палец болеть. Как будто бы иглу туда кто-то засунул. Левый большой? Да, и вот эти косточки все вот так прямо. И я когда погружалась, это тоже эти энергии на меня нападали, я их там подправляла. Хорошо. Так, давай посмотрим, что это за событие было, что на физическом плане происходило, когда этот контракт был заключен. Что это за событие? Ирина нам покажет. Я вижу цепочка этих событий. Вижу в эфирном плане Ирина вот так, как будто бы такой черный карандаш, а это считывается как кристалл. И вот так этим кристаллом рисует такой круг. А он сам потом, этот круг, разделяется на сегменты, и прорастает такая в центре подключка. И получился как такой веер, как зонтик, только плоский. Давай посмотрим первое событие в этой цепочке. Какое первое событие? Сказала, у этих контрактов цепочка событий. Да, одно из событий, я вижу, что она как будто вынимает из нижних чакр, считывается монстр, такое как ребенок, как будто бы в этой, но оно как в паутине, слизь какая-то. И она вот так вынимает просто из себя, и оно так растет, растет. И она отправляет вот в сектор интерферента. Говорит мой плод. Вот, и прикрывает вот так, как будто бы листьями, знаешь, как опавшими. Вот так прикрыла, типа. И Так, в секторе принятия решений у нее там черный. давай посмотрим, что это за решение она приняла, что на физическом плане происходило в этот момент. Считывается, что она с Дмитрием. Вот этот мужчина, он в эфирном плане такой страшный, как бомж. И в тельняшке, без зубов. Считывается, что потерявший сознание. Вот она с ним заключила контракт.
Считывается, что он вошел с ней в соглашение. Там тоже контракт. Продавить себя, продать себя. Мгм. И это имеет отношение к этому контракту, который у нее с Моной. И вот Мгм. эти столбики. Да, хорошо. Спроси у Ирины, видит ли она вот эти контракты, которые она заключила с этим Дмитрием, все ее решения? Она говорит: "Я не хочу тебя видеть". Это кто говорит, Ирина? Кто это говорит, я приказываю им И я проявиться. вижу в этот момент у нее на глазах такие пальцы кто-то давит. Так, кто это давит на глаза? Приказываем проявиться. В секторе магии появляется какой-то, тоже это все духи, это все программы, как будто такой, считывается черноборот, такие ноги тянутся в сектор интерферентов. Там все это связано с сектором интерферента, и там какой-то ее этот шар, который она слепила на этом озере. Мгм. Я вижу, что на этом озере что-то произошло. Она заключила контракт с дьяволом, и я вижу, что вот эти, 7 она расставила вот так, как кристаллы. Хорошо, Виктория, заморозь эту ситуацию. Тут уже всего столько наворочено. Мгм. Так, рационально Ирина хочет отменить эту встречу с Дмитрием, любые взаимоотношения с ним и расторгнуть с ним все контракты. Пусть она зайдет своим сознанием и отменит все эти решения, с ним взаимодействовать, встречаться и знакомиться с ним. А вот у него энергия рыжая, и он говорит: "Рыжебород". И он так: "Нет", пальцем. Мгм. Говорит: "Ты меня любишь". И я вижу тот мужчина, который, о котором она говорила, тот другой, в котором она тоже считывает те же энергии. Она Мгм. как магнит. Вот у нее это в нижних чакрах какая-то штуковина, я вижу, на первый взгляд это как черное, оно как притягивает ее, и вот эти руки ее черные. Всматриваясь, я вижу, что там вот этот символ цельнозор, и там Мгм. контракт у нее, такая спираль, и я снова слышу: "Уничтожить Вику". Ирина отменила знакомство с этим Дмитрием. Считаю информацию. Нет, не отменила, потому что он ей запретил. Так. А на каком основании он запретил? Почему Ирина? Ирина, ее рациональная часть, хочет отменить это событие, знакомство с Дмитрием. Это ее желание, и она вольно делает то, что ей хочется. И никто ей Она не... показывает, как она руки намочила, в эту черную энергию, где это лежит. Это баба. Энергия — это программа такая баба. И с этим лицом. А лицо меняется. Мгм. Ам, вот здесь это лицо Ирины, а вот там в секторе магии это лицо Моны. Это все связано с этим рисованием этого, символа цельнозора. Мгм. Она, это притянулась, и через этот символ, через это действие, то есть через это решение углубляться в, эти пространства магические. И оно вот так держится на, считывается, кристаллах сознания. Мгм. И вот в секторе принятия решений огромный такой пласт, как будто, знаешь, как кристаллы растут, их много. И вот это Мгм. мне идет кристаллическая решетка, кристаллическая решетка.
Оцифровка. Покажи всю эту информацию Ирине. Что ты Ну, видела? я показываю, но мне вот это интересно, как это они с Моной собираются меня уничтожать. Что за контракт у них там был? Давай посмотрим этот контракт. Пусть Ирина покажет этот контракт. Какие условия этого контракта? Я вижу вот, как эти две бабы, это эти энергии у нее с правой стороны, то есть это как приоритет. И вот это лежит Мона. И между ними такой шар. Так, что это за шар такой? А там в этом шаре как рукопожатие, как Ирина жмет руку Моне. Мгм. Светлые руки, вот их жизненные энергии, то есть сияющие их руки пожимают друг другу, вот так держится. Вот. А сверху это как оболочка черные энергии, то есть программы, которые руководят ими. Так, сейчас я слышу что-то от Ирины в этом контракте. Она говорит, что она постоянно будет, ну, идет макать свои причиндалы и показывает, как руки, и вижу, как от них такие кристаллические трубочки. Прямо трубки такие идут. И такие вот трубки как будто бы из горла растут. Как будто бы в горле такие, как трубчатые черви такие. Считывается, я слышу, она будет помогать, типа я буду помогать, Мгм. а мы ее будем вот так тормошить. Так. И смеются. Мы работники света, вот эти программы. Мгм. А она доверчивая идиотка. Вот так они говорят. Мгм. Так, хорошо. Вот это рукопожатие между Моной и Ириной произошло. Что происходило в этот момент на физическом плане? На физическом плане я вижу, как Ирина вот так как будто бы огромную такую трубу взяла и вот так вырисовывает этот круг цельнозора. В этот И момент когда она вот это рисует, такую дугу нарисовала, то образовался такой черный портал, как труба черная. И считывается, что он вошел в ее подсознание в этот момент. И я смотрю, как эти его программы Ильи заходят в ее подсознание, как в этот подвал, в котором она очутилась перед этим. А там красота, горница такая, как будто, и много этажей, и все пустое. И он отрывает, я вижу, вот эти кристаллы, такие, как будто с одного места, с одной точки растут кристаллы. Это, сейчас я посмотрю, что это за кристаллы. Я снова слышу кристаллическая решетка. И я вижу, как все появляется вот такой, как плоский диск, как будто это круглого, как соты, шестиугольники, все. Так, а что это за кристалл в ее подсознании там хранится? Это ее контракт еще. что за контракт, который она заключила, когда вот это рукопожатие произошло? О чем она? Я слышу, мы уничтожим ее, мы будем ее тормошить за несуществующие порталы. Но у Ирины есть еще контракт с какими-то кристаллами. Эти кристаллы находятся глубоко там, в секторе интерферентов. Да, хорошо.
Спроси у Ирины, видит ли она, что произошло, когда она вот этот рисовала круг, вот этот контракт, хочет ли она его расторгнуть? Спроси у нее. Да, она хочет расторгнуть, и у нее вот этот кристалл из третьего глаза, вот этот кристалл, Мгм. считывается так: симфония подсознания Люцифера. Мгм. И Хорошо. вот эти ее сны сказочные, вот это все из-за этого. Мгм. Хорошо, пусть она зайдет со своим, ее сознанием в тот момент, когда она приняла решение рисовать круг с динозавром и отменить это решение. Покажет тебе, вот как она это делает. Я вижу, что она вот так, обожглась, и эта черная труба, как карандаш типа, она вот так выбросила его Мгм. и говорит: "Я отменяла". И вижу снова рот этой бабы, которой, наполнена мона. И она как открывает рот, то там эти трубочки такие тянутся вот к этой бабе. Мгм. И снова я слышу, это сегмент, сознания Люцифера. Вот эти магические черные энергии. Хорошо, Виктория, она а, имела свое решение рисовать этот круг? Изменила? Отменила, да. Мгм. Да. Пусть она приказывает маме забирать все ее воздействия, последствия воздействия. Пусть она дает все чужеродное. Я вижу, что этот, символ Цельнозора, он, с этих трубочек, порталов и, создан. И вижу, как, расформировывается эта баба, которая вот здесь стояла, и уходит по этим трубочкам, к Моне в глаза, в рот, во все меридианы. Мгм. И в этот момент я вижу, как, Ирина снимает эту подушку из головы. Ам, она такая, как холодец. Это иллюзии, фантазии, иллюзии Люцифера. Хорошо. И я передаю Ирине, чтобы она полностью, и у нее как ошейник этот, тянется к Дмитрию, а Дмитрий стал как, заключительный сигнал. То есть она типа, это знаешь, как шаг вперед, 2 шага назад. То есть по пути к, истине шаг вперед, 2 шага назад. То есть, они, конечно же, цепляются за наши же грехи, но есть вот и, как бы эти испытания, да. То есть, Мгм. и она пошла, как овечка, за этим, мужчиной. И контракт, новый контракт, то есть это на новом уровне. То есть, типа расторгла контракт, но не до конца. И сейчас я вижу, что она вот так сидит, а вокруг себя такие столбики, вот эти снова трубочки, раскладывает. Я посмотрела, что это за трубочки, и оно считывается как паразитический образ мышления. Мгм. Все они привязаны в сектор магии. Кто находится в секторе магии, приказываем проявиться. Она сама у себя находится в секторе магии, и я вижу, а, у нее руки как будто в перчатках черных, в плоских таких, Мгм. несоразмерно большие эти руки, вот так по косточке. Вот, импланты на глазах,
Вижу там эти, считывается, продавить. Вот как вижу один энергии такие черные в секторе интерферентов тянется, надавливает на глаза, и кто-то давит на спину. Так. Считывается, вот эта энергия эти уходят. Люциферианский эгрегор. И снова я вижу, это тот же эгрегор, который вышел в начале, и где каждый выполняет свою работу. Мгм. Считывается, что она там застолбила себе место. Ага. Так, а что это было за ее решение застолбить место, которое ее решение привело к этому контракту застолбить место? Я вижу, что там работают такие программы, что она вот так как это проглатывает такого какого-то слизняка. А этот слизняк — это программы подчинения, программы жертвы подчинения, то есть готовность подчиниться чужому разуму. Так, где И крючок таких зацепки? событий много было, а крючок и зацепку Мгм. я вижу в этот момент, она вот этот, что разослала этот контракт с этой бабой, она вот так взяла рукой, и эти столбики, иглы, вот так смела. Они как Мгм. электрические столбики, как будто бы электрические столбики. Она их, всех смела рукой, и этот контракт начинает вот так, сиять, как солнце. И превратился вот этот лист, превратился в такой шар, и светится вот оранжевым цветом в секторе принятия решений. И от него тянется, такая подключка от солнца, но не доходит до солнца. Оно становится таким белым, вот так начинает, как, ярче светить. И подключка, рыжая, э, что-то с генетикой связано. И там эти энергии рыжеборода в этой тельняшке, и там проявляется Илья, как Сталин с трубкой, но только не в мундире, а в тельняшке. Мгм. Считывается служитель культа каких-то домоседов. Что это за домоседы, Виктория, читала информацию? Я вижу, что они буквально идет, ну, я говорю, как слышу. А, вижу, что они как будто, ну, идет вот так, высирает, как будто бы рожают эти, и вот так как пум-пум-пум, как женщины делают такие печеньки из этого. И оно так пум-пум. Прямо из этого заднего прохода такие бульки. Мгм. Вижу, вот я смотрю на одну, и там вот это блестит, вот этот, как ртуть. Переливается, тянется в сектор принятия решений. Так, Считывается, что там притянулось это на ее решение поколдовать. И снова я вижу эти мероприятия на озере. мгм. Она образовала некий портал, как будто перед ней такая дверь стоит огромная, где она вот зафиксировала эти точки. Которую она зафиксировала, эти точки, где Это находятся? порталы, да, это порталы.
Мгм. Это вот эти трубочки, которые проявлялись. Это порталы. Они такие, Мгм. знаешь, как я где-то видела такие трубочки, они как будто из такого резинового пластика сделаны. Вот. Живые такие, двигаются. Все уходят в сектор интерферента в одно место. Мгм. Вот этот эгрегор белобород. Белобород, а почему это белобород? Что это? Так, Ам, что это за эгрегор был? Превращение истины в ложь. Надо же. Вот так прозвучало. Превращение истины в ложь. И я вижу, что этот эгрегор держится на правде, на правдивой информации и на... Я слышу, что это чистилище. Так. Чистилище — это что какая-то связано с этим эгрегором? Что? Чистилище, ты сказала. Я Оно так как-то услышала. как-то она с этим эгрегором связана? Что это за чистилище? Ну, она смотри, там в карманах сидят люди, каждый Да. приносит какую-то пользу этому эгрегору. И она там находится. Она проходит ее энергосфера, вот так растянута от сектора принятия решений и туда вниз тянется. Там в самом низу это как будто она, вот как лебедь. Ножки такие там стоят, а там везде внизу огонь. Она как будто бы на этом раскаленном угле стоит ногами, знаешь, пытается на цыпочки встать, и руки, крылья, и тянется вот к сектору принятия решений. И я слышу убить Вику. Там вот в секторе принятия решений такой камень, он большой. Давай посмотрим, что это за решение убить Вику, что произошло в этот момент на физическом плане. А может, это не на физическом плане? Давай посмотрим, когда это происходило на любом из планов. Я вижу, что вот это, оно идет белоборот, то есть вот это ее энергия, которая выполняет службу у этой бабы. Мгм. Она пришла на работу. Это 2 события я вижу. Она правильно это сказала. Первое — это снова она как бы, я вижу, уже маленький кусочек нарисовала этого полукруга, символ цельнозора. И второй раз она пришла наниматься на работу на физике и нанялась на работу там, хотя ее подсознание и подсказывало, Мгм. что там плохо ей будет, но она сигнорировала это все. Это магазин Елены Глебовны. Да. И вот ее сын, который демонстрирует энергии этого рыжеборода, Мгм. этого хама, оно так и считывается хам. Мгм. Так, ну хорошо, рациональная Ирина хочет отменить все контракты с этой Еленой Глебовной, отменить ее все решения устраиваться на эту работу. То есть она своим сознанием зайдет и откажется изменить эту ситуацию, чтобы отменить работать на эту Елену Глебовну. Пусть она сделает и покажет тебе. Она отказывается. Я вижу, как она под воздействием этих черных программ, она встает. То есть она не проходит школу, образно говоря. Она встает из-за этих и вырастает, забирает свою энергию с этого решения
И я вижу, что снова она как бы рожает этого ребенка какого-то жуткого. И я вижу, что это ее проект, ну, созданный на подсознательном уровне вместе с этими всеми колдовскими эгрегорами. Оно так и звучит: уничтожить Вику. Да, хорошо, пусть она с этой Еленой Глебовной расторгает все контракты, приказывает ей забирать все ее воздействия, очищается от всех этих энергий и поднимается вверх. Да, она это делает. Угу. Пусть отдают карму за воздействие. Ну, карма, понимаешь, что такое дело? Она как бы сама у себя находится в секторе магии, потому что она буквально как ходит по этим черным колючкам. То есть ам, она как бы не доверяет сама себе, Угу. не доверяет Вселенной и, как говорится, кается, но дальше идет. Хорошо. Ирина хотела отменить это решение ходить на эти озера. Пусть она отменит свое решение смотреть эти каналы, желание ее планировать все эти ритуалы хождения по этому озеру. Пусть она отменит все эти решения. Оно, видишь, как работает, оно отменяется, а в том случае, если человек на физике не повторяет того же. Мгм. Я ей снова вот эта картинка идет, как она заглатывает этого слизняка. Подчинение, то есть, программа подчиняться диктатору, чужому разуму. Я Мгм. вижу, в ее пространстве появляется в секторе магии какой-то экран, и она его берет, разбивает. Я Мгм. ей передаю, чтобы она очищала все ее пространство от всех этих, программ. Оно считывается невесомых. Они на самом деле ничего не значат, потому что они пустые. Она возвращает свою энергию, которая там просилась наружу, и только рыжий остался. Мгм. Она еще, сейчас вижу, в третьем глазу вот эти кристаллы. То есть она ж чем-то занималась, но этому не придает значения. А вот эти занятия кристаллами, они как раз и, оцифровывают, сознание, то есть перенаправляют потоки энергии и заключают контракты, а, ну, по воле программ. Мгм. Перенаправляют, это как стрелки на путях, перенаправляют по этим сотам, как им выгодно. Так. А вот это ее душа, которая попала в это пространство, где эти кристаллы. Где крючок и зацепка, когда из-за чего попала ее душа в то пространство. Я вижу, что она как будто бы вот так стоит перед черной стеной. А за той стеной это как прошлое воплощение, а за этой, на этой стороне это воплощение. Мгм. Я слышу, должна научиться, что откроется генетическая память, когда научится, считывается, выполнять свою миссию. Ну, у нее такое все разноцветное, и сейчас появилась какая-то шелуха, как, рыбий хвост, ярко-малинового цвета. Что это за такой за хвост? И тоже тянется к ее решению. Я вижу какие-то палочки там, как трубочки.
какой-то камертон. Ам, Что это за рамка. решение? Я слышу рамка. Вот эти трубочки, Мгм. черные трубочки, они сложены таким треугольником, а там такая штука, черный шарик, маятник. Ага. Так, хорошо. Я вижу этот черный шарик, когда я смотрю, что это такое. Там считывается колдовское мышление. Мгм. Я слышу, ну, то есть вот так идет. Обрести разум, разумение колдовскими методами, то есть методами насилия над чужой волей. Вселенная выступает тут, я вижу, тоже как живое существо. И вот эти все эзотерические ритуалы — это как насильничать над живой природой Вселенной. Слово в слово так и считывается. Так я и говорю. То есть Вселенная как живой разум, а Ирина внутри этого живого разума. И она направляет свои энергии против воли Вселенной, то есть она буквально ее насилует. Мгм. Поэтому насилуют ее. Хорошо. Покажи это, то есть пусть Ирина посмотрит на ее методы, которые она использует. Видит ли она все ее методы, куда и как они воздействуют на живую Вселенную? Видит ли она ущерб, который она наносит живой Вселенной? Да, она видит. И я вижу, что у нее перед ней находится как множество таких кристаллов, которые вот так растут, ам, считывается из-под земли. Мгм. Вот, и она по ним так стучит вот этим, он как, ну, это как маятник, как Мгм. стрелочка с этим. Стучит, а оно звучит, каждый звучит по-своему. Вот, и она сонастраивает свое сознание, и с сознанием Сатанаила так и звучит. Так, осознает она, что ее методы э, дисгармоничны с живой Вселенной? Да, То есть не хочет ли она отменить все эти решения, которые приводят к дисгармонии со Вселенной? да, хочет. Мгм. То есть она ее сознанием зайдет в каждое из этих решений, которые привело к этой дисгармонии, и изменит каждое это Так не решение. работает. Вот это у нас тоже мода пошла. Все пишут: "Хочу одним махом отменить все решения". Нужно отменить по очереди. Вот есть маятник. Вот Хорошо. нужно занятие маятником отменить, занятие этими какими-то вот кристаллами отменить. В каждом из этих событий было какое-то решение, чем-то человек пожертвовал. То есть она принесла какую-то часть своей души в жертву, то есть Мгм. произошел обмен. А одним махом это происходит тогда, когда человек на физическом уровне, то есть не поддается, сопротивляется этим искушениям и идет, вот буквально вижу, как четко так по ступеням сознания чистого, священного. Мгм. А когда вот это идет шаг вперед, два шага назад, тогда это все, даже то, что отменилось, оно возвращается. Потому что это смысл воплощения, чтобы на физике
выбирать истину и выбирать свободу. Мгм. Хорошо. Рациональная Ирина хочет отменить это решение заниматься этими маятниками. Пусть она Так, изменит. сейчас я спрошу у нее, что она хотела получить от этих, зачем ей нужны были эти маятники. Она говорит, что хочет достать свою силу и показывает вот на сектор магии. Да. Какую силу она хочет достать? Она обращается ко мне, и она говорит, как у тебя? Да. Что это за сила? Она показывает, вот так говорит, управлять энергиями. Мгм. А зачем ей это нужно? Спасибо. Она говорит, я хочу быть как ты. Так, а какая она есть, она не хочет быть? Зачем ей такое чужое, когда она может быть сама собой? Интересно очень, да? И я смотрю, и она вдруг посмотрела на себя, которая там в нижнем портале, вот, но эта темень уже, это болото развеялось, и оно такое, как туман. А она там как просится, руки простирает вверх, просится к высшему я. И вдруг произошел такой треск, и вижу, что такой имплант, как лед на голове, как шар такой, треснул. И оттуда выливается вода, как вода такая энергия потекла в сектор интерферентов. Да. Спросил Ирина, хочет ли она стать сама собой и восстановить всю ее целостность, а не равняться на других? Она говорит, что она так давно не была сама собой и так забыла. Мгм. И я ей говорю, чтобы она вспомнила тот момент, когда она была целостная, гармоничная, священная личность, с границами, суверенная. Пусть она возвращается. А, Да, пусть она вернет. Сознанием я вижу, как ее сознание, как вот это, как солнце, а, проникает сквозь эту черную стену и начинает растапливать. И эта черная стена упала. Я ей передаю, чтобы она это ее пространство, это ее память, и только от нее зависит все. И она сейчас может, а, приказать всем чужеродным энергиям убираться с ее пространства, очистить изнутри всю ее генетическую память. Найти тот момент, и я вижу, что она стоит и как будто бы соединяет 2 проводка. Слышу: "Живо, Мгм. живая, живая". То есть это как, дух, души. Я ей передаю, что ее подсознание знает все, ее рациональная часть хочет быть абсолютно свободной. И в этот момент она имеет полное право делать в своем пространстве все, что она хочет. Ее рациональная часть хочет вернуть себе живую душу, все ее частицы души собрать со всех тех мест, где она потеряла. Я вижу вот эта конструкция, которая была, где черный, такой белый шар, а потом такие маленькие, как горошинки. И я вижу, как в этом эгрегоре, где она собирала страсти, страсти мордасти. И она вот смотрит, видит, осознает свою энергию, и она буквально разрушает, выходит с этого эгрегора
поднимается вверх. Где-то она приняла решение быть Викой. Так, где это было? Ага, давай посмотрим. Пусть Ирина покажет, где ее решение быть Викой. Что это за событие, пусть она покажет. Я вижу, это какое-то пространство, вот как будто в секторе будущего или божественного источника. И там такая ось, и с таким зеркалом, как даже несколько зеркал. И она вот так ходит, знаешь, есть такие двери, которые так крутятся. Да, в магазине. И она вот так ходит и смотрит в эти зеркала, в одно, второе, они так крутятся. Считывается неизбыточные сравнения. Это эгрегор зависти. Интересненько. Она смотрит и не видит себя в этих зеркалах. Я вижу, что она видит только причины неудобств. То есть она видит только негативные стороны и не оценивает себя, то есть она не видит свои преимущества, а видит только негативные программы. Так, а какие-то определения? Определение, то есть она определение упадка. То есть она как бы прорисовывает вот эти программы, будущее этих программ. Так, а когда Так, она что-то засмеялась, смеется. Сейчас я посмотрю, когда это она попала в эти зеркала, в этот эгрегор. События такое. Я вижу, что это было... Я вижу, что вот эта ее часть, которая там внизу, потерянная часть, которая просилась на свободу, она была за зеркалом. И когда она смотрит в зеркало, она не видит себя божественную, а видит только негатив, стремится к лучшему, стремится к успеху, но вот эти программы жертвы, то есть вот этого слизняка, которого она проглотила, такого красного цвета, это как программа фашизма, которая, я так и слышу, убивает себя. То есть вот эти программы, запущен механизм самоуничтожения себя, и вот эта программа зависти, она как бы действует таким образом, что приносит другого в жертву, каким бы, она смотрит на кого-то, да, хочет такие же, например, способности, как у меня, но вот эти программы негативные не дают увидеть. Слышу, что дефект рационального. Дефект рационального гипноз. У нее гипноз. Да, у нее гипноз. И я вижу ту ситуацию, где она стоит, и заходят рептилоиды. То есть на самом деле ее высшее я, у нее есть способность считывать эфирные ДНК энергии. Она их считала, вот они идут вот так один за одним. Они ее загипнотизировали. У них был доступ к ней, потому что в ней были эти программы подчинения, программы жертвы. И они сразу, вот идет гипноз сюда, на третий глаз.
Так. Он как закрыт. Такая, как пломба. Мгм. Так, Так, сейчас я будет? посмотрю, что они ей поставили, какую установку. Они Мгм. все, вот это гуськом все, их много, находятся в секторе магии. Я им приказываю отвечать, что они делают в пространстве Ирина. Ирины. Я слышу, она нас не видит, она нас не видит. Я вижу, как она отворачивает взгляд. Мгм. Она отворачивает взгляд, ам, и взгляд поворачивается в сектор интерферентов. И Мгм. я вижу, что произошло как замыкание. Потому что когда видишь несправедливость, наше все пространство и душа настроены так, чтобы эту несправедливость излечить, то есть исправить. А когда закрывать глаза на несправедливость, на Мгм. неправду, тогда человек сам себя блокирует и вот эта стена черная, которая была. Блокирует подсознание и сознание. Так, вот эти рептилоиды находятся у нее в секторе магии. Пусть Ирина им приказывает забирать их руками все их воздействия. Я вижу, как она меняет свое решение отвернуться, и она вот так показывает пальцем: "Я вижу тебя, я вижу тебя, я вижу тебя, я вижу тебя". Мгм. И вижу, как в этот момент с нее как скорлупа, она как яйце была в рептилоидном. Оно так уходит, и этот белок, это как мозг, сознание этих рептилоидов, оно уходит, она очищается и прямо вот так бе. Я ей говорю, чтобы она этого слизняка изрыгнула, чтобы она убрала все программы подчинения злу, насилию, лжи и обрела свою суверенность, гармонию, собственную красоту, здоровье. Она достойна всего самого лучшего и как божественная чистая душа. Я вижу, она снимает вот эти черные рукавицы, а они к ней тянутся. Знаешь, как детские рукавички связаны друг с другом. Мгм. Она их Да. вот так выбрасывает, а от них такие полосочки идут, ниточки. Прямо вот где этот, седьмой позвоночник. Там стоит имплант. Так. Имплант называется "Мера добра". И это связано с этими зеркалами, с этой программой зависти. Не Мгм. видеть себя, то есть когда человек отказывается видеть истину, видеть других, то он отказывается видеть и себя. Когда Ирина отвернулась от себя самой, где крючок и зацепка? Почему она отвернулась от себя, от нее самой? Я вижу детство. Она маленький ребенок, и почему-то у Мгм. нее какие-то как будто чулочки. Так, энергетические такие, как будто 2 чулочка, а ребенок совсем маленький. И она сидит, ну, как детки сидят на попе, ножки вот так, то есть где-то до годика, не умеет ходить еще. Мгм. Так. Я И что? слышу: "Папа". А я вижу, вот так: папа обличил ее, и я вижу, что ребенок покакал в штанишки, Мгм. а папа ее срамит. Мгм. И от папы в этот момент прорастает подключка. Именно вот это, ну, извиняюсь, звучит так, прямо в жопку.
Вот Мгм. как идет какашечка, вот так через папу идет вот эта черная подключка, и это имеет отношение, как раз эта зацепка к тем энергиям. Вот я вижу, как этот Серун шел, и этих домики, эти бульки такие высирал. То есть вот эти энергии Ильи через вот к чему притянулись. То есть они ищут казус, ищут дефект, ищут программы негативные. Какой ужас, какое ничтожество этих эзотериков. Фу. Ага. Так, видит Ирина эту ситуацию с отцом? Да, и я вижу, она вот так сидит и тянет ручки вверх. Вот там, как я видела, руки протягивает вверх. Тянет ручки вверх, чтобы ее взяли, убрали отсюда, ну, с этой ситуации. Но эти ручки попадают в сектор интерферентов. Мгм. Я слышу безразличие, отцовское безразличие, и она попадает в это пространство, э, в то пространство, оно как считывается как гроты, куда попал Илья его программами, и ходил там, рассматривал это все. Вот она впервые туда и попала. Так, хорошо. Давай покажем в той ситуации Ирине, где ее отец первоисточник, что к нему она должна тянуть руки, а не к этим интерферентным программам отцовским. Пусть она посмотрит, где ее первоисточник. Ну, я ей это передаю, и она смотрит на себя, внутрь себя, и вижу, как, ну, это как штанишки или как памперсы, да, Мгм. вот так отягощается, и вот это, эти все какашки, это все уходит в сектор интерферентов, и она выходит вот так прямо в этот, через фрактал вверх, вот руки тянет, в сектор первотворца. И я вижу, она взрослая, сидит и вот это как связывает, завязывает как узел, как узелок, Мгм. и выбрасывает. Я ей говорю, чтобы она наполнялась собственным светом. Она большая, выросла, она не нуждается уже в физическом отце и в матери, что ее родная мать — это живая материя Вселенной, живой разум священной Вселенной, а ее отец — это первотворец жизни, гармонии, богатства, красоты. Она говорит: я знаю. И в этот момент она вот так, такая огромная стала, а вот эти зеркала, которые стояли в секторе будущего, они так уменьшились, стали маленькие. И она их так покрутила и выбрасывает в портал. И я вижу, как этот имплант от седьмого позвоночника тоже уходит. Мгм. Хорошо. Пусть она очищается от всего чужеродного. Она меня называет мамой, и я говорю, что если я ее мама, значит, я во всех воплощениях и между воплощениями очищаю всех моих детей от всех любых подключек и по праву родительницы, и ее в том числе. Мгм. И я говорю, что я освобождаю ее от обязанности носить чужое горе. Мгм. И в этот момент я вижу, как под этим платком таким, который она сняла, такой черный платочек.
Оно считывается как зависть. Я ей говорю, чтобы что ее рациональная часть хочет быть собой, вернуть собственный потенциал, и пусть она сейчас почистит все ее пространство во всех временах, на всех уровнях сознания, подсознания, бытия и между воплощениями. И так произошел как взрыв энергетический. Вижу ее лицо, улыбающееся, только молодое. Я ей передаю, чтобы она вернула молодость, радость, счастье, потому что счастье – это и есть энергия души. Некоторые думают, что счастье можно найти вот там, вот там, вот там. Нет, счастье нужно добыть из самого себя, то есть очиститься от всего того, что мешает просто чувствовать себя, чувствовать свою душу. Потому что когда мы чувствуем свою душу, мы ощущаем счастье. Когда мы обретаем сами себя и понимаем сами себя. Она вся светится. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее личное и общее пространство от всех вот этих энергий, растворила это все на полную аннигиляцию, оставила себе опыт, слышу опыт бытия, гармонии, процветания и стойкости. Я вижу, как она встала на 2 ступни, потому что она вот так на цыпочках стояла. И я посмотрела, она перед этим стояла как на углях красных. А теперь я посмотрела, на чем она стоит. А там цветочки такие. Здорово. Да. Хорошо. Считывается, что она стоит на лугу прозрения. Мгм. Так, хорошо. Пусть Ирина поднимается максимально вверх, Мгм. очищает из всего чужеродного, наполняется энергией, жизнью, гармонией. Да. Посмотри, Виктория, как сейчас она уже видит. Да, она взмахивает как птица, как ангел, но еще есть вот этот кристалл в 3 глазу. Я ей передаю, что все эти сны – это чужеродная матрица, которая вторглась в ее пространство. Пусть она это все отправляет в портал на утилизацию, и она это делает, и я вижу, как эти кристаллы уходят, а возвращается ее живая энергия. Она, знаешь, вот так, как будто бы вот шарик взял, вот мы в детстве так делали, знаешь, так взяли разодранный шарик и сделали такой маленький во рту. Ага. Да, помню. И это вот так выглядит, как будто бы от нее вот так отделился вот маленький кусочек, а сейчас возвращается. Я ей передаю, чтобы она отфильтровала все, что к ней возвращается, и все чужеродное, всю генетику очистила от чужеродных примесей, от любых, вот и уходит вот эти камертон, от любых воздействий антимира. Мгм. И я вижу, Да. как она вот так берет вот эти меридианы с пальца, вот так откручивает черные. Там подключки были все. И эти меридианы все как фракталы, как цветы закручиваются. Вот. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее эфирное физическое тело, и у нее как что-то упало с нижних чакр. И я ей передаю, чтобы она сейчас, если хочет, убрала взаимодействие с этой бабой, с Моной, чтобы меня уничтожить. Пусть она расторгнет этот контракт, потому что он вот проявился. Хорошо. Что это за событие, Виктория, когда она Это, подписала? это было вот сейчас, я вижу, как она рисовала этот круг, Мгм. то он такой большой был,
а сейчас только точечка. Я ей говорю, чтобы она сейчас отказалась. Она выключает этот экран, разбивает его и выбрасывает этот карандаш. Она говорит, что она отрекается. Чего? Сейчас я спрошу, от чего отрекается. Она говорит служить демонам. Я ей передаю, чтобы она вернула от этого, приказывала Вельзевулу, всем его структурам, магнетизму, всему тому, что мешает ей освободиться, вторгается в ее пространство. Пусть она все выталкивает изнутри, отдает карму за ложь, вмешательство, насилие, за магию. И вот только сейчас я вижу, как этот желтобород уходит. А желтобород, это сейчас я посмотрю, те энергии. Это как черные и желтые полосочки, как пчела. Это про генетическая несовместимость. Это что-то с генетикой связано. Переселение духов, переселение, вселение духов, переселение духов, матрица, вот оно что. И вот вижу, как отпадает вот это такой круг, как будто соты, как мед такой, знаешь? Да. Оно просто так и выглядит вместе с этими пчелами. Я вижу, как этот мужчина, с которым у нее был роман краткосрочный, получил прямо в лоб эту его магию назад. Вот эти рептилоиды тоже все уходит. И вот произошло. И сейчас она вот раз и соединила эти, как два проводочка. Считывается линия жизни. То есть она соединила свое высшее я с своим воплощенным, духовным. Вот как субъект. Пусть оно, все ее чакры, ее клеточки, все соединит с первоисточником жизни и гармонии. Я вижу, она это сделала. И она переходит в пространство, считывается высшего духа, и там она проходит очистку. Я вижу, что какие-то энергии, как металлоискателем, ищут что-то. Считываются дефекты, дефект мнения. Это не от светлых. То есть я вижу, как это со стороны магии и интерферентов. Это вот эти чистильщики. То есть получается, что вот эти эзотерики, это все служители демонов, они как раз и есть. С одной стороны, они искушают, а с другой стороны, если человек проявляет волю, то он становится чистым. А если не проявляет волю, значит, становится в их ряды таким же служителем демонов. И они отпали. Здорово. Пусть она очищает все чужеродные манипуляции. Я ей передаю желание ее рациональной части жить в собственном красивом доме. Вот. Мужа Александра. Быть свободной, независимой, счастливой,
богатой. И я ей передаю, что она теперь может устроить все ее желания и мечты по ее собственному плану, потому что она священная чистая душа. Да, так оно и Ну, есть. все устроится, да. Здорово. Я даже вижу. Отлично. Да, все хорошо. Мгм. Это правда. Поднимаемся все вместе максимально вверх. Мгм. Так. Оценись, Виктория, от всех и всего. Да, Проверяй твое личное пространство. да, И все всё. чисто. Наполняйся энергией жизни, гармонией, совершенством, любви. Мгм. Хорошо, Виктория, я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Да, я аж вспотела. А меня так всё это, так все болело, только теперь перестало. А понятно почему. Потому что где-то в каком-то воплощении я была твоей мамочкой. О, И Дотя захотела, ну, программа, не Дотя, конечно, Захотела мамочку быть как мама. убить. я вообще в шоке. У меня мыслей даже таких не было. Это, видимо, лицо тот сам, да, так получилось. Так мыслей-то нет, у программ свои мысли. Да, здорово. Это ж такие, ну, как не было мыслей? Ты же говорила сама, что, что-то тебе, то ли сон снился, то ли что работают все на бабу. А на бабушку Так на Да, эту бабу все и работают. все работают. Так Думаю, я все не хочу. так все и работают. Кто не работает, на себя, тот работает на бабу. А если посмотреть вот эти все бабы: родина, мать. Это что за баба, блин? Это тоже баба, Баба-Яга, потом Дева Мария и так дальше. То есть с любой хорошей вещи сделать идола какого-то. Любовь к родине это не каменная баба вообще-то. Любовь к родине, любовь к народу, любовь к своему роду. Это живое чувство. Какое отношение оно имеет, например, там к статуе, да? И это в каждой стране. Какая-нибудь баба, родина-мать зовет, родина еще какая-то, родина-уродина, потом в Нью-Йорке тоже своя баба стоит. То есть везде, понатыкали везде вот этих баб. А почему? А потому что без баб никуды. Я говорила, свекровь, без бабы как без помойного ведра не обойтись. Вот. Я не знаю, что, может, мой не будем выкладывать? Как это не будем? Будем. Красиво. Слова были. Я не поняла, что это такое за безобразие? Мы тут трудились. Ты знаешь? Лица было не видно. Ну, пусть лица не будет видно, да, но это самое, это нельзя так, ты что? Классно, интересно. Это интересно, это самому надо смотреть и понимать, как это. Это ж вообще, это ж, знаешь, ты говоришь, Женя, почиститься. Так мы и чистимся, мы на сеансах чистимся. Почему? Да потому что все, с чем люди приходят, на самом деле есть и в нас. Ну, может, в какой-то микроскопической доле, но оно есть. И сейчас, когда вот Ира говорит о кристаллах, вот лично я кристаллами не занималась, но у меня вот картинка просто стоит. Мне было лет 15, наверное. Вот, и
мы жили на Донбассе, и там была такая гора. Ну, гора самая Мгм. обычная. С одной стороны солнце светило, и так было красиво, и там цвели такие дикие пионы красивые. Вот. А с другой стороны так был обрыв, скала. Ну и там была тень всегда и лес. Мы туда не ходили, конечно же. Вот. И вот мы иногда ходили на эту гору с девчонками, с мальчишками, типа на экскурсию. И вот мы там лазили, и кто-то мне говорит, что есть такой куриный божок. Я расспрашиваю, что это такое? Ну и мне говорят, а это такой камешек с дырочкой. Я опускаю глаза вниз, и в этот момент лежит камешек с дырочкой. Я его взяла, принесла домой. Ну и маме показывая, мама говорит, куриный бок. Это куриный от чего? Это разум куриный, как у курицы. Наверное, скорее всего. Потому что, да, какое счастье может принести камешек с дыркой, да? Мама еще легенду рассказала о том, что типа радуга, когда становится одним концом в речку, например, а другим вот попадает на этот камешек, но это такой бред, то там бы был не один камешек, а там было бы много камешков с этими дырками. Короче, то есть вот мне прямо сейчас это пришло. То есть даже вот микроскопическая какая-то частица искаженного мышления, она есть, и поэтому цепляется, и поэтому вот эти программы договорились, а давай мы Вику эту выскочку в порошок сотрем, а то удумала тут, видите ли, Я сама. Мгм. Как так? бороться с эзотеризмом и шаманизмом и всем этим. Вот, интересненько, да. Сколько я уж с Моной не контачу, да, сколько уже лет, а он все равно всплывает. А всплывает, потому что мы для этого и родились, и воплотились. Физическое сознание должно быть чистым. То есть вот не будет зацепок тогда, когда не будет вот этих косяков. Человек, о, почему у меня все не так? Почему у меня это не так и это не так? А, искать нужно всегда грехи свои. А Ой, где ж и я нагрешила? там увидела, что там у меня свой домик появился, да. И я Ну, говорю, похоже, что квартира, да, или домик на горе. Что-то я свысока так смотрела. Все зеленое, красивое. То есть, смотри, Вселенная это как добрые родители, хорошие родители. И вот родители ждут своего ребеночка. Вот они жили там, например, в двухкомнатной квартире. И они ждут ребеночка, и они уже планируют. И они эту квартиру продают и покупают трехкомнатную квартиру. Ну, это может в России тяжело представить, но в Америке это всегда так. Здесь, например, каждый ребенок должен иметь свою комнату, свой стол, свой уголок, игрушки, это все. И родители что? Заботятся. И когда ребеночек родился, у него есть своя комната, свои игрушки, пища. Например, у мамы нет молока. Здесь, в Америке, например, у детей настолько хорошее питание, вот это детское питание, что они такие спокойные, у них никогда животики не болят, их не пучит, то есть это все сбалансировано. То есть родители заботятся. А если мы несовершенные, злые, капризные, завистливые люди, заботимся о своих детях, то как же чистая священная Вселенная заботится о своих творениях, о своих детях? Написано в Библии: не заботьтесь, потому что ваш Отец Небесный обо всем заботится. Птичка не заботится,
Для нее всегда найдется зернышко и, и вода, и все самое лучшее. А если взять, например, Даст вам то, что вы хотите, да? да, Закон о земле тоже читала я. а вот история о Соломоне, и написано, что Соломон был самый богатый человек в мире на тот момент. Описывается, сколько он имел там тонн золота, всяких драгоценностей, домов и всего-всего. Он был богатый до тех пор, пока он был чист, служил интересам священной, чистой вселенной. А когда он пошел по этим бабам, он завел вдруг наложниц, 700 наложниц, 300 жен, и каждый хотел угодить. И давай каждая водила его по своим башкам, по своим идолам, и все. И разум Соломона ушел с этими бабами. Все, Всем Ируся, пока-пока. Любви и гармонии.